Ой, ой! Брат, дождь Откуда он пошел! взялся? Так внезапно. Ой-ой-ой. Бабушка, убирайте там Ой-ой, все! что началось? Тихо! Бабушка, не уходи, помоги Зачем? нам здесь все убрать! Оставь их во дворе! Нужно домой. Бабушка, Одежду собрать. бабушка, ну куда ты? Бабушка, возьмите зонты, не мокните. Брат, я же говорила, нам нужен навес от дождя! А он не будет загораживать солнце? А? Быстрее, бежим! Старина Ма, слушай, у меня есть идея. Идея! Лучше быстро или медленно? Я тоже думаю быстро. Гении ведь мыслят одинаково. Да. Решающий момент. Ну и мужчины. Ай. Тоже устала. А? Ну, держи на. Привет, Бин-нянь.
Я согласен. Я готов на онлайн-отношения, чтобы всегда быть рядом. Эй, придурок, что за бред ты несешь, а? Бинянь, привет. Здравствуй. Меня зовут Хуююй. Мы были в баре. Ты меня не помнишь? Мы тогда обменялись контактами. Ты хвалила мое пение. Извини, я много выпила, забудь. Секунду. Идем. Надо на утренний рынок. Купим вишни. Здравствуйте. Да, привет. Вишня сладкая. Попробуйте. И ты? Я не хочу. Я только утром это надел. Все чистое. Если нравится, то просто купи. Еще не проснулась? А? Бери. Мне килограмм. Приди в себя. Сколько за полкило? 8 юаней. Ясно, вот вам 15. Ага. Спасибо. Приходите. Хочешь что-то еще? А? Какие овощи ты ела в Пекине? Я куплю их. Сколько за брокколи? 2. 2? Я еще посмотрю. А, морковь неплохая. Вот это. Возьму для милашки. Сколько стоит? 3 юаня. О, беру. Положу вам в пакет. Не надо, положите сюда. Ладно. Почему ты сонная? Как ты встаешь утром на работу? Сегодня мне туда не надо. Ты рано разбудил меня и потащил на рынок. Скажи, тебе нравится мучить людей, да? Спроси у моей бабушки. Она зовет тебя на обед, но не знает, что ты любишь. Просила взять тебя сюда. Разве я не говорила? Я всеядная. Лишь свиньи едят все. Вечно ты издеваешься. Послушай меня. Рисовая лапша с мясом здесь считается лучшей в округе. Зайдешь после 8:30, ничего не останется. Жияо, лапша готова. Иду. Ты здесь впервые. Я приправлю тебе лапшу соусом. Прошу. Вот. Палочки. Сестра, лапша готова. Хорошо. Можно заказать еду с собой для дома и Наны? Нет, нельзя. Вы не местные, поэтому любите еду на вынос.
есть здесь уважение к этой миске лапши. Элементарное уважение, понимаешь? Давай кое-что обсудим. Я так и знала. Бесплатный сыр лишь в мышеловке. Говори. На самом деле, я думаю, что мы точно сойдемся характером. За то время, что мы общаемся, я понял, ты добрая и хорошая. Даже очень. Нет. Самое главное, ты очень нравишься бабушке. Подожди-ка. Но я еще не закончил. Ты можешь меня выслушать? Ага. Мы с тобой недавно знакомы. Я тебя плохо знаю, и ты меня тоже. А я приехала сюда ненадолго. И я не из тех, кто живут одним днем. Отношения — это серьезно. А? Да, это ответственный шаг, и... Да, ты видный парень и хороший человек. Но вот... В общем, это непросто. Ты это понимаешь? Я закончила. Ты продолжай. Хотя лучше, если ты продолжать не станешь. Я преуспела в отказах. Разве мои слова похожи на признание? Дело в твоем поведении пса, что смотрит на Баудзи. Вот я и поспешила с выводами. Не было такого. Вообще, это недоразумение. Вернемся к сути. Ты можешь мне помочь? Какие условия? Почему именно я? Едва ли я смогу. Подумай. Наши работники — это дядюшки, тетушки и матушки из деревни. И многие необразованные, не знают сферу услуг, не понимают ее. Я нанимал людей для обучения, но это базовые навыки, только основы. А нам нужен особый подход. Не прошу быть официанткой. Это трата таланта. Я хочу только, чтобы ты просто наблюдала и решала проблемы. Проведи опрос среди гостей. Проводил, хотят повышения качества обслуживания. Так сделай это. Помнишь, ты погналась за посетителем? Волосы были взъерошены, но в улыбке не было злости. Ты сохранила его достоинство. А почему? Работа в сфере услуг требует хорошего отношения к клиентам. Именно. Это понимание сферы. С твоим 10-летним опытом ты уже профессионал в этом деле. Ты ас. Но я ничего не смыслю в обучении. Тебе это не надо. Просто ищи проблемы. Плачу едой. А? У нас полно интересных мест с едой. Кстати, о рыночной и закусочной приезжие даже не знают. Гарантирую, в ближайшие дни порадую желудок. Ну как? Будучи волонтером, когда я буду радовать себя? Развлечение одно, а работа это другое. А ведь я почти попалась. Пока. Эй, Сюйхундоу, подумай об этом. Какие твои условия? Может, я выполню. Ну, подумай еще. А? Много времени не займет. Скажи, чего ты хочешь, и я все сделаю. Ты же еще сомневаешься? В детстве Джи-Яо был непослушным. Я лупила его. Он сразу убегал. Я бегала за ним по деревне с кочергой в руках и никак не могла его поймать. Его пароли? Ну еще бы. Хулиган был. Лучшие друзья Ян Гуэцзиюнь и Ситян. Сколько шума они наводили. Однажды у кого-то яйца украли. На следующий день подожгли солому прямо перед чьим-то домом. В другой день все трое подрались с одноклассниками. Почти каждый день люди стучали в нашу дверь.
В моем городе есть поговорка. Дети в 7 и 8 – проклятие. Точно. Сейчас он стал лучше. Послушный внук. Сам стал руководителем. Но быть руководителем очень непросто. Видишь ли, за последние годы он ничего не заработал. Вложил все заработанное обратно в бизнес. Одалживал деньги, чтобы инвестировать их в строительство инфраструктуры. Я это не понимаю. Слушай, наша семья тоже не шибко богата и обеспечена. Его отец и тетя не могут много зарабатывать на продаже цветов там, в Куньмине. И было бы так хорошо, если бы я не доставляла ему хлопот. Ему было трудно проложить себе дорогу. Глядя на него, я очень сильно волнуюсь. Каждую ночь я глаз не сомкну. Все ночи я провожу без сна. Бабушка, не волнуйтесь о нем. Бизнесу всегда нужны вложения. Ваш Джияо замечательный, настолько усердный, что все будет хорошо. Я беспокоюсь, что ничем не могу ему помочь. Он столько сил вложил в свое дело. Некоторые из его сотрудников наблюдали, как он рос. И ему неудобно им что-то говорить, если они совершают ошибки. Не волнуйтесь. Да. На самом деле, это все из-за меня. Я старая и нуждаюсь в заботе, но не хочу ехать в Куньмин. Если бы я могла сама о себе позаботиться. Возможно, Джияо все еще работал бы в Пекине. А ему пришлось возвращаться работать сюда. Это все из-за меня. Бабушка, Я бабушка. старая и бесполезная, еще и доставляю ему хлопот. Ну что вы? Почистили чеснок? Да? Да, О всё чем вы почистили. говорите? Так, ни о чем. Ты уже все приготовил? Бабушка, ты пригласила гостью, а в результате я ходил за продуктами и готовлю. Все? Ага. Директор Се дома? Эй, я здесь! Бабушка! Сень-сень пришла. А у вас гости? О, это жилец дворика Сюй Хундоу. Ну, а это Хуан Синь-Синь, помощница старосты нашей деревни. Привет. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам. Зовите меня Сяо Хуан или Синь-Синь. Да. Синь-Синь? Хорошо. Еще не закончила? Я же прислал к вам Сяося. Мы раздавали вчера, но не все были дома. Сегодня мы опять раздавали. Пусть он пока отдохнет. Ага. Ты вовремя. Я только закончил готовить. Спасибо, я не голодна. Я пришла по делу, но у вас гости. Да нет, тут все свои. Бабушка, налей Синь-Синь чаю. Не надо, я сама схожу. Я похозяйничаю. Слушай, Хундоу, помоги накрыть. Старый театр в деревне запустел. Зданию сейчас уже больше 100 лет. Его переделали для консервации и бросили. А можно было использовать. В качестве чего? Снова труппу собрать? На фольклорное выступление. Я слышала, что раньше жители деревни исполняли песни и выступали с представлениями. Как давно это было? Я помню, когда тетя Фэн и дядя Чан были молоды, они ставили оперу. Однако, если использовать здание, оно действительно может стать туристической изюминкой. Верно, это то, о чем я думала. Ну как? Можно рискнуть. Ваша поддержка придает мне сил. Ну, тогда я пойду, хорошенько поразмыслю и составлю Да. план. Обсудите с комитетом. Если будут проблемы с бюджетом, то я вам помогу. Я так и подумала. Синь-Синь, ну поешь с нами. Бабушка, ну я сыта. Но ты похудела. Неужели? Папа по видеосвязи мне так же сказал. Ты давно сюда приехала? После университета? Уже 2 года. Ах, когда я только приехала, у меня аж в глазах потемнело. Тогда я вообще ничего о селе не знала. Директор Се мне помог. Ну, не говори так. И ты тоже немало побегала с проектами. Но ведь это моя работа. Сейчас-то мы идеальные партнеры. А долго планируешь здесь оставаться? Я не уеду. А через 2-3 года вы не можете уехать по распределению?
Конечно, могу. Ах, но у этого места такой потенциал, и это только начало. Твоя семья согласна? Мой папа преподает в Гуйчжоу, а моя мама директор школы в горах. Все в нашей семье члены партии. Мы все боремся за то, что делаем, и никому не позволяем навязывать свое мнение. Мы с директором уже договорились объединить наши усилия и улучшить эту деревню. Это цель. Верно. Цель. Эй, так твое дело не из-за денег? Одно другому не мешает. Благодаря развитию деревни появится больше мест для трудоустройства, а значит и заработка для всех. Понимаешь, как это работает? Хунду, в чем твоя цель? Спокойная и счастливая жизнь – это моя цель. Это больше похоже на мечту. Ну а в чем между ними разница? Тут разница большая. То, чего упорно добиваешься, это стремление. А то, на что ты надеешься в глубине души, это мечта. Первое требует действий, а второе – капля усилий. Ты к чему стремишься? Моя цель – это чтобы моя жизнь имела ценность. Ты уже добилась этого. Жизнь каждого человека ценна. Так могут утверждать только уверенные в себе люди. Что касается меня, то кроме писательства я больше ничего не умею. Это все. Да и ничего другого я делать не хочу. В Китае сотни тысяч писателей. Большинство этих людей пишет истории. Их работы как камень, брошенный в океан. Даже рябь не поднимут. Их ругают за засорение интернета. И такой непопулярный писатель, как я, капля в океане. Так имею ли я ценность? Не думай так о себе. Конечно, у тебя есть талант. Я сказала вам это не ради утешения или поддержки. Я просто объяснила так свою мысль. И какой же у тебя результат? Класс! Его просто нет. Сомневаюсь в себе. Но продолжаю двигаться вперед. Как-то продвигаться. А ты? К чему стремишься? Ни к чему? Ну, а мечта? Богатство? Вот как! Об этом мечтает большинство людей. Ну, а когда разбогатеешь? Пенсия? Пенсия? Что? И что делать? Обязательно надо что-то делать. А родители у тебя уже на пенсии? Мама домохозяйка, а у отца был свой продуктовый магазин. 2 года назад улицу, где он был, перестроили. Сестра не дает ему работать. Почти пенсия. Чем они сейчас занимаются? Мой папа занимается тайди-цюань каждый день. И еще практикуется в каллиграфии. В прошлом году он отремонтировал квартиру. Ходит ловить рыбу, а мама каждое утро на рынке ходит за продуктами и ищет рецепты. Еще сажает овощи. Вместе с моей тетей в деревне. 2 дня назад стала агитатором сортировки. Им совсем не скучно. Так и есть. Пенсия – это не мечта, это же просто фантазия. Многие мечтают выйти на пенсию или разбогатеть, ничего больше не делать. Вот это абсолютная фантазия. А что тогда из себя представляют люди? Когда ты голодна, ты хочешь есть. Когда ты сыта, есть вкусно. От хорошей жизни появляются духовные потребности. А потом ты хочешь заслужить в обществе почет, уважение. Через помощь другим доказываешь свою ценность. Маслоу. Это его пирамида. Потребности моих родителей странные. Моя мама мечтает нянчиться с моими детьми после того, как выйдет на пенсию, а папа хочет поступить в колледж для пожилых, чтобы учиться и помогать. Для многих родителей это идеальная жизнь в старости. Заботиться о внуках. Но для начала нужно найти парня. Но моя нынешняя жизнь – та жизнь, которую я хочу. Я пересекла горы и моря, чтобы добраться сюда.
Хундоу, а какой жизни ты для себя хочешь? Все то, что было раньше, и жизнью-то назвать нельзя. Я здесь, чтобы понять, чего хочу. Я беспокоюсь, что ничем не могу ему помочь. Он столько сил вложил в свое дело. Некоторые из его сотрудников наблюдали, как он рос. И ему неудобно им что-то говорить, если они совершают ошибки. Мы с директором уже договорились объединить наши усилия и улучшить деревню. В этом наша цель. Одно другому не мешает. Благодаря развитию деревни появится больше мест для трудоустройства, а значит и заработка для всех. Понимаешь, как это работает? Моя цель — это чтобы моя жизнь имела ценность. На самом деле сейчас вы можете делать все, что хотите. Это лучше, чем сидеть сложа руки. 等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候。 Бабушка, как температура? Добавить? Немного. Ага. 云朵的倒影，月色的缺影，漫天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星。风吹起的时候， Кто это? 礼物 Волонтер. Бабушка, получилось. Да у тебя все получается. Да, ты сам подсказал, что мне говорить. Я так волновалась, что даже всю ночь спать не могла. Тут ты не солгала, это была правда. Но я не просил тебя говорить, что ты бесполезная. Ты плакала и била себя в грудь. Это импровизация. Так не приставай ко мне, делаю, что хочу. Ладно, грей ноги. Я позвоню Сяо Чунь. 礼物语，去有风的地方遇见你。 Давно меня ждешь? Да нет. Вот как? А ты хорошо выглядишь. Ты велел мне так одеться. Ну да, точно. Хочу предупредить. Не возлагай на меня надежды. Я не знаю, смогу ли вам как-то помочь. Я могу платить зарплату. Так не пойдет. Тогда это будут трудовые отношения с начальством. А я работать не собираюсь, я же волонтер. Накормишь меня вместо зарплаты. Вчера я подготовила рекомендации и план. Тебе интересно? По пути обсудим. Не делай зла. В мире все зависит от тебя. Даосизм. С сегодняшнего дня Сюй Хундоу официально присоединится к нашему кафе менеджерам и консультантам. Да, но временно. Точно. Да, это временно. Аплодисменты. Рады видеть Сюй Хундоу, поработаем с тобой. Рады видеть Сюй Хундоу, поработаем с тобой. Спасибо всем.
В последнее время я часто бывала здесь в качестве гостя и заметила, что есть проблемы в сервисе, в рабочем процессе и в управлении персоналом с обязанностями. Но все это не так критично, а главное преимущество нашего кафе – это приятная обстановка и отличное меню. То, что я буду делать, это лишь вишенка на торте. Позже я внесу предложение каждому, буду сотрудничать со всеми. Мы будем повышать качество обслуживания в кафе, и лучше бы в короткие сроки. От этого выиграют все. Спасибо. Все верно. Режим работы кафе с 10 утра до 8:30. Сотрудники должны быть в 9:30, чтобы все проверить и подготовить перед открытием кафе. Но я заметила, что все приходят только в 10, а бабушки и того позже. Это действительно так. Но Нана все готовит с вечера, бабушки уходят после уборки. Поэтому у нас по утрам все нормально, все уже готово к открытию кафе. Но часто бабушки опаздывают или уходят раньше. Большую часть времени Нана закрывает кафе одна. Раньше я это с ними обсуждала, но они уже пожилые и все забывают. Нана тоже сказала, что это может сделать тот, кто свободен. У нас с вами не семейный бизнес, где можно приходить, когда захочется. Кому-то приходится делать чужую работу. Верно. Даже если много людей, я с этим справлюсь и могу помочь кому-нибудь, если это нужно. Гости у нас отдыхают, немного подождать для них – это нормально. Но почему каждый раз, когда я приходила, если гостей было много, ты сначала обслуживала их, а потом меня? Я пришла раньше, я тоже хочу потратить деньги, верно? Ну, я... В чем причина? Ты не хочешь, чтобы другие ждали? Бабушка Цаюнь, я видела, вы протираете столы и стулья той же тряпкой, что и полки. Антисанитария. Я стираю тряпки начисто. Дома я с ними так же делаю. Использовать отдельно гигиеничнее. Гости увидят и сразу подумают, что мы следим за гигиеной. Правда? Купи тряпки разных цветов. Все, сказал Сяо Цинь. Золотце, ты можешь повторить? А? Что именно повторить? Ну, как мне делать уборку? Бабушка слегка забывчива. Да. Ясно. У меня ноги болят, если долго постоять. Джия уже знает. Когда я была молода и сажала рис, то ноги мерзли от холодной воды на поле. Теперь от этого мучаюсь. Мне нужно присесть, если долго стояла. Вам нужно беречь себя. Ты дружишь с нашим Джияо? Это ведь правда? Дружим ли мы? Пара мы или нет, а? Нет. Встречаетесь? Бабушка Сюин, мы не встречаемся, и у нас совещание. У Джияо должна быть семья. Слоняется каждый день по деревне и детей не планирует. Как так? У Гуанцзюня уже дочь и сын. Дзябао уже в среднюю школу пошел. У Ян Гуанцзюня дочь в средней школе? И его старшая дочь Дзябао живет с тетей и учится в городе. Так, стойте. Мы же о другом. А о чем еще говорить? Сколько вам двоим уже лет? Поженитесь скорее и родите ребенка. Иначе Гуанцзюнь станет дедушкой еще до того, как ваш ребенок пойдет в школу. Трудно руководить персоналом. Ситуация сложная. Правила, которые действовали в отеле, будут неуместны. Они нам не подходят. Главная причина – в деревне все родственники или знакомые. Личные отношения переплетаются с рабочими. Такое здесь не сработает. Правила нужны, но требовать исполнения сложно. Была бы я официанткой. Тебе это не надо. Совсем. И все же мне придется это сделать.
Мне нужно работать с ними, убираться и выполнять с ними задачи. Им элементарно не хватает знаний основ, и необходимо обучать их. Какая ситуация, такой и подход. Так? По пути сюда ты хмурилась и не произнесла ни слова. Я решил, вдруг ты передумала. Да нет, мне наоборот интересно. Да? Ты любишь вызов? Я не ищу себе проблем, но и отступать не буду, если встречу. И славно. Тогда о чем думала с тем хмурым выражением? Я думала, попала ли я в вашу с бабушкой недавнюю ловушку. А? Нашу с бабулей? Ну смотри, бабушка не похожа на человека, который будет жаловаться на судьбу. Ты ее подговорил? Да о чем речь? Ты попросил меня дать совет, но ты сам знал о проблемах. А это значит, что ты привлек меня сыграть роль злодея, не так ли? О чем это ты? Ты явно будешь положительным героем. Ты, управляющий отелем из Пекина, оденешься официально и сразу станешь для всех тетушек авторитетом. Монахи ведь читают молитвы. Вот и с тобой все крайне логично. А разве ты сам фактически не приезжий? Да нет, я все-таки местный. Я ведь здесь вырос. Как-то долго нам несут заказ, а? Дядюшка Сяндун, почему еда не готова? Девушка, я заберу ваши тарелки. Простите, извините. Все в порядке? Скажите, на вас не попало? Нет, там было немного. Я вам поменяю. Вы хотите такой же напиток или уже другой? Ну, тогда встречу. Встречу. Сейчас. Одну встречу. Хорошо. Хундоу, почему ты даешь ей напиток? Бабушка, вы опрокинули стакан. Там было немного на дне. Она не стала бы пить, а мы тратимся. Хоть и немного, она не закончила. Нам нужно брать ответственность за ошибки. Но я... Бабушка, вы сфотографируетесь с гостями? Зачем? Я не получаюсь на фото. Вы хорошо выглядите. Вы и ваша одежда, все чудесно. Дайте тарелки. Так, хорошо. 3, 2, улыбочку. Добрый день, ваш американо. Это печенье мы только что испекли. Попробуйте. Хорошо, спасибо. И вам. Мне пора. Потушу курицу. Для нее нужно часа 3. Да, потом я принесу тебе попробовать. Идет. Бабушки, куда? До конца рабочего дня еще полчаса. Если вам нужен отгул, вы должны предупредить Сяо Чунь. Если ее нет, то Да. меня. Да. Тогда сейчас предупреждаем. Но почему вы уходите раньше времени? Придет мастер по ремонту телевизора. Чучу хочет тушеной курицы. У вас дома дети, да?
Да, все так. Она работает на складе Джияо. Мы пошли. Сихундоу! А? Сихундоу! Пойдем со мной. Зачем? Познакомлю с новым другом. С новым другом? Меня? Это важный друг. Идем. Идем. Куда мы? Конюшню. Домой. Чаю? Ну, что за друг? Хочешь, чтобы я развлекала туристов? Ну что ты? Я его тоже не видел. Но с его мамой я знаком. Красотка, большие глаза, с длинными ресницами. Ты сразу все поймешь. Садись. 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山的 Ну как? 风景， Скоро. Проблем нет? Все хорошо. Класс. 无言 Пейте. 的水滴， Спасибо. 悄悄地隐喻 Иди сюда. 渐入了眼睛。世 Иди, 界 иди. 像一座安静的岛屿，鱼肚白升起，悄然无声。 Я думал, не успеем. Так вот о каком друге шла речь. 等海鸟轻轻声 Эта красотка 唤起 – мама нового друга. Большие глаза и ресницы. Да, я не обманывал. 走过这湖面照 Видела, как лошадь рожает? 等有风的时候，把帆扬起。 А когда она родит? Как только она ляжет. Уже скоро. Это не опасно? Ветеринары здесь. Не бойся. 漫天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云。四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的 Началось. 时候万里无云。 Да. У тебя очень важное задание. Запиши время рождения малыша. Можно мне снять видео? Хочу отправить племяннице. Конечно. 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山的风景，无言的水滴，悄悄地隐喻潜入了眼睛。世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里。等有风的时候，把帆扬起。云朵的倒影，月色的缺影，漫天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星。风吹起的时候万里无云，鱼肚白升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪，
见。